Эхо политических событий, отчасти действий Трампа. Очередной преступник был ликвидирован, другим преступником старая у них была вражда. Тем не менее, здесь надо не забывать, что в последнее время активные удары наносятся по наркотрафику, причем по всему миру. Это и Афганистан к этому относится, и Латинская Америка. Здесь речь пойдет о тех, кто активно сидел на канале кокаина. Поэтому это довольно любопытно. Здесь прямой связи нет, старая была закостенелая такая нелюбовь между двумя бандами. Плюс к этому здесь соучаствовал полицейский, поэтому, наверное, будет любопытно рассмотреть. Дело сербское, это, соответственно, Балканы, Восточная Европа, а значит, приготовьтесь, будет любопытно. К тому же, действительно, почти как Дикий Запад. Прямо перестрелки, прямо дуэли. Александр Нешович Бая, человека из старой новобелградской группировки Кекина группа, которую в 90-х возглавлял Деян Стоянович Кека. Вход в эту банду, по слухам, стоил одного убийства или покушения. Бая давно фигурировал в оперативных сводках МВД как связанный с этим кланом. В начале 2026-го на него уже было покушение, тогда в Сенджаке взяли шведского наемника и женщину из ЮАР, которых якобы нанял врачарский клан. 12 мая 2026 года около 11 вечера Бая приезжает на своем бронированном черном BMW X7 к ресторану 27 в элитном районе Сенджак. Его туда пригласил тогдашний начальник белградской полиции Веселин Милич, якобы разрулить конфликт между Бая и Сашей Вуковичем по прозвищу Боцке. Милич прямо сказал: охрану с собой не бери. В ресторане уже сидели Саша Вукович, Боцке, его жена Данка Вукович и еще один человек Марио. Разговор быстро перешел в ссору. По версии высшей прокуратуры Белграда, Саша Вукович достал пистолет неизвестной марки и выпустил несколько пуль в Нешовича. Стрелял он так, что поставил под угрозу жизни остальных гостей ресторана. Бая был убит на месте. После этого началась зачистка. С тремя своими телохранителями, Бабаном, Саво и Петко, помогали скрывать следы преступления. Хозяин ресторана и официантка тоже были задержаны. Вукович и их подельники вывезли тело, погрузили его в бочку, отвезли в район Инджия под Белградом и закопали недалеко от озера Ярковац. 13 мая жена Нешовича заявила о его исчезновении. 14-15 мая начались аресты. Сначала взяли исполнителей и хозяина ресторана, потом троих полицейских из охраны Милича, самого Веселина Милича. Арестовали на следующий день после остальных, 15 мая. Его сразу сняли с должности и отправили под 13-дневный арест по статьям неприсообщения о преступлении и помощь преступнику после совершения преступления. Всего по делу проходят 10 человек. 22 мая, то есть буквально вчера, полиция и армия нашли ту самую бочку с телом под Инджией. Президент Вучич заявил, что с вероятностью 99% это именно Бая, опознали по одежде его. Сейчас тело находится на экспертизе, буквально несколько дней, будет понятно, он или не он, но уже все сходится к тому, что, конечно же, он. ДНК-анализ пока что еще идет. В сети активно обсуждают, что Милич не просто свидетель, а был в доле. Ходят разговоры, что это была не стрелка, а попытка одного клана убрать другого под крышей начальника полиции. Пишут, что после убийства преступники спокойно вернулись в ресторан пить кофе. Многие задаются вопросом, почему полиция почти неделю не могла найти тело, хотя, по идее, должна была знать, куда его повезли. Кекина группа – это одна из старейших и самых жестких новобелградских ОПГ, так чтобы было понятно, кто это такие, которую в 90-х собрал Деян Стоянович по кличке Кека. Условие входа туда было достаточно простое и в то же время жесткое. Либо ты убил кого-то, либо хотя бы пытался. Это не просто уличная шпана, это люди, которые с тех пор держат долю в наркоте, рэкете и других делах по Белграду и окрестностям. Бая Александр Нешович был одним из заметных бойцов именно в этой структуре. Саша Вукович Боцке – это уже другая команда, связанная с врачарским направлением. Он не какой-то новичок, у него свой вес, свои люди и, судя по всему, свои крыши.
Именно он, по версии прокуратуры, и выпустил в Баю 8 пуль в том самом ресторане. Почему они вообще сошлись в этом ресторане 27-12 мая? Официально Веселин Мелич, тогда еще начальник белградской полиции, устроил стрелку так называемую, то есть встречу преступников для примирения. Сам привез Баю, сказал охрану не брать. По одной из версий, конфликт шел вокруг крупных партий кокаина. В сети активно, по крайней мере, обсуждают, что за последний год по Европе и миру накрыли порядка 20-25 тонн. И это серьезно ударило по балканским каналам. Якобы Бай и его люди из кекенской группы были в этих поставках ключевыми игроками. И кто-то решил, что проще убрать человека, чем делить убытки. Ну, то есть начинается грязня, которой уже не раз и мне приходилось говорить. И в Латинской Америке каждое устранение главы того или иного картеля приводит к тому, что сами картели между собой начинают очень выгодно для правоохранителей сводить счеты и делить сферы влияния. Ну и также прибыль соответственно. В сети ходит куча версий от того, что Мелич сам был в доле и решил зачистить концы, до того, что это вообще политический ход, чтобы кого-то из силовиков убрать. Многие пишут, что Боски просто стал исполнителем, а за ним стоят куда более серьезные фигуры. Ну, то есть подчистили немножко поле. Кто-то считает, что это начало большой войны между старыми кланами, кто-то, что власть таким образом пытается навести порядок в криминале, который слишком сильно врос в государство. Тоже, кстати говоря, может быть, и этому часто уделяется внимание, что иной раз из 10 группировок лучше оставить какую-то одну, которую контролировать, через которую получать информацию. Ну, так государство, честно говоря, не первый раз и не в единичном месте делает. Потому что спрос все равно родит предложение. Если ты уберешь вот эти средства, которые произрастают где-нибудь в Латинской Америке, ну, значит, их заменит синтетика. То есть ты не решишь проблему, если на нее есть спрос у тех людей, которые, собственно говоря, страдают зависимостью. В итоге, что мы увидим в данном случае? Это классическая сербская картина: криминал, полиция и политика стоят, буквально сидят за одним столом, разговор не задался, и человек получает 8 пуль. Пока это выглядит как разборка двух старых группировок, где полиция вместо того, чтобы разнимать, помогает спрятать тело, да, собственно говоря, даже помогает разоружить это тело перед тем, как начнется разговор. Не разоружив другое тело, что тоже не стоит забывать. Две эти группировки враждовали между собой уже давно. Это не внезапная ссора, а застарелый конфликт между новобелградской кекенной группировкой и врачарским кланом Саши Вуковича Боцки. Они годами делили сферы влияния в Белграде: наркотики, рэкет, соответственно, контроль за заведениями. Но в последнее время ситуация сильно обострилась по всей Европе и Балканам. В последние 1,5 года правоохранители накрыли, как было сказано, больше 20 партий кокаина общим весом десятки тонн. Многие из этих каналов проходили через сербские и черногорские сети. А если взять шире, давление на поставки идет сразу с нескольких, само собой, сторон. Вот то, о чем я говорю, что в Латинской Америке активно работают сейчас против картелей. Несколько крупных главарей были ликвидированы, Мадуро арестован. В Афганистане талибы, придя к власти, серьезно ударили по производству опия. Для них это вопрос идеологии. Турция тоже проводит, также уже были зачистки, а это публиковалось. Оргпреступность они очень сильно сейчас прижали. Все это вместе, конечно же, заметно подрезало объемы тех самых запрещенных веществ. Кстати, вот в Турции одна из группировок, об этом уже приходилось мне говорить, она сменила, например, свою тематику. Они активно как раз занимались запрещенными веществами. После того, как пришли талибы в Афганистане, они активно переключились на миграцию, незаконную миграцию. Это так называемая торговля людьми, это входит в это понятие. И они помогают, собственно говоря, тем самым мигрантам, забрасывают их в какие-то страны. Это теперь сейчас вот это уже область стала, которой занялась преступность, которая потеряла прибыль от запрещенных веществ. И вот эти нюансы, они довольно важны для того, чтобы где-то оценивать, насколько работает правоохранительная система, как могут мимикрировать те самые организованные преступные группы. Кто-то просто начинает между собой бодаться и делить то, что осталось. Так что любопытная в этом смысле, на мой взгляд, довольно-таки история. Все это вместе, конечно же, заметно подрезало объемы вот тех самых веществ, которые раньше спокойно шли через Балканы, там достаточно серьезный трафик. Когда основной заработок группировок начинает сжиматься, старые счеты выходят на поверхность, а может быть их искусственно создают, вспоминают. То, что раньше могло бы
как-то делиться, теперь становится причиной для войны фактически. Именно на таком фоне начальник белградской полиции и пытался устроить примирительную встречу. Может быть, действительно хотел помирить, кто уж его знает, все-таки он коррупционер. В ресторане 27 12 мая, которая закончилась 8 пулями, соответственно, в Александра Нишовича. И вот здесь мы подходим, наверное, к самому главному. Даже если убрать все разговоры про глобальные поставки и старые конфликты, остается один ключевой фактор, на который стоит сделать главный акцент. Коррупция в самых верхах полиции. Веселин Амельевич, на тот момент начальник всей белградской полиции, лично организовал эту встречу. Он сам привез Баева в ресторан, сказал не брать с собой охрану и, по сути, создал идеальные условия для убийства. То есть вместо того, чтобы разнимать криминальные группировки, расследовать криминальные группировки, глава городской полиции сидел за одним столом с ним и в версии прокуратуры еще и помогал потом прятать тело. Это и есть та самая точка, где мафия и государство перестают быть отдельными игроками. Делегитимизация еще также я бы использовал в каком-то смысле, в самом минимальном. Делегитимизация — это если вдруг какое-то государство уже окончательно скажет: ни с кем не дружу, коллективный Запад против меня, и станет изолироваться. Тогда это уже даже не коррупция, то есть это просто становится мафиозная структура. Но этому я уделял уже внимание, разбор ранее. Сейчас мы говорим о конкретных фактах. Когда полиция не просто закрывает глаза, участвует в процессе, группировки чувствуют, во-первых, полную безнаказанность, у них уже нет того самого баланса, который бы мог их останавливать, держать в хоть какой-то узде. Они принимают, что все пойдет не так, и им помогут замести следы, если что-то там сломается или не получится. То есть, я не знаю, это как кущевская банда в России, то есть примеров можно приводить достаточно много. Когда довольно долго живут и коррумпируются, как и было сказано. Когда деньги начинают заканчиваться, такая безнаказанность быстро заканчивается, соответственно, стрельбой, потому что, еще раз, уже тормозов, никаких граней нету. В итоге мы видим классическую картину: старые счеты, сжимающийся наркотрафик и полиция, которая вместо того, чтобы становиться частью криминальной схемы, становится криминальной частью схемы вместо того, чтобы как-то там бороться с ней, опять же, сохраняя тот самый баланс добра и зла. Поэтому история с Баей — это не просто очередное убийство в Белграде, это показатель того, насколько глубоко криминал врос в сербское государство. Так что будьте осторожны, если туда едете. Осторожны, все равно преступники, даже у них есть свои какие-то правила, чести, но нужно быть поосторожнее, потому что, видите, это, к сожалению, такие печальные проявления коррумпированности силовых структур, а значит, помогут ли они вам, если вам эта помощь срочно понадобится. Но в данном случае расследование ведется, надо дать должное, и ведется уже всерьез. Сейчас вообще по Балканскому полуострову много таких дел, и борьба с организованной преступностью, которая там укоренилась еще, не знаю, с распада Советского Союза начала укореняться, начали налаживаться эти каналы. То есть она там очень вросла, сейчас она чувствует себя беспокойно в целом, кстати говоря, достаточно глобально в мировом понимании. Так что следим за этими новостями, со своей стороны пишите, как это видите вы, что знаете об этом, тоже любопытно было бы узнать, может быть, я что-то пропустил, не нашел. И к тому же здесь все-таки довольно условно, и информация официальная, ее не так уж много, надо угадывать. Никого стараясь не обидеть до решения суда, что тоже важно. Поэтому, видите, как такое основное предположение идет, что этот полицейский, он просто хотел их помирить. Для меня, например, крайне сомнительно это звучит. Хорошенькое примирение. Одному сказал не вооружаться, другой сидит с оружием, они сидят втроем, один другого застрелил, он помогает тело прятать. Говорит, помирить хотел, просто что-то не получилось, не помирились. Довольно любопытно, в любом случае соболезнования родным и близким, в любом случае жизнь, но вот с такой полицией, честно говоря, можно почувствовать себя неуютно, даже если ты не бандит. В первую очередь, если ты не бандит, у тебя же нет пистолета даже в твоей бронированной BMW. Берегите себя, и это самое главное.